Сначала все происходит в эфирном пространстве, а потом она просто материализуется уже на физике. То есть даже если человек о чем то мечтает, он чего-то хочет, даже через его же, визуализацию и вот эти состояния, да, оно сначала все в эфирном пространстве, все это вот, там преобразуется, это вот, а потом уже оно выходит на физический план. И то есть сначала, если уже или даже если какая-то болезнь, да, то ее можно уже увидеть, если она еще нет ее на физике, то она уже все равно есть в эфирном пространстве. Хотелось бы посмотреть, что сейчас в эфирном пространстве относительно окончания военных действий в Украине. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, я вижу, что такая глыба, она считывается, информационная глыба черная. Это как такая, знаешь, как зола какая-то, вот это все такое пористое, мертвое. И оно вот так потянулось и окутывает планету. И, ну, по ментальной карте это как воздействие идет из сектора магии, а там как будто бы кастрюля или такой, и как будто суп варится. Кто-то пробует, и вот это окутывает планету, Землю, а я смотрю как со стороны. А вот планета, и свет такой падает на планету со стороны Первотворца. Такой просто луч, Мгм. который на, падает сейчас вот на территории Украины. Вот так вот идет. Так, хорошо. Считай, что это за зола, что это за энергия, Там считывается казнь Первотворца. что это значит? Это какое-то событие или что это такое? Нет, это главный посыл этой информации. Это вот эти колдуны, которые там стоят и варят этот суп так называемый. Мгм. Это у них главный посыл уничтожить свет, уничтожить жизнь, Мгм. Так, а вот это что вот предать это? казни сам источник жизни. И они это делают. Как они это делают, я это вижу. Как они делают, они, Мгм. убивая людей, светлые души, которые замораживаются, я слышу. Они попадают в сектор интерферентов, то есть они попадают в глыбы сознания, слышу, подсознания человеческого разума. То есть вот эти все антимиры, это все процессы, которые происходят в эфирном пространстве общего человеческого разума, коллективного разума. Я вижу, что они замораживаются и вот так вот просто падают, потом притягиваются, становятся как магнитом, чувствую, и уже из других пространств притягивают темные излучения, черные излучения смерти. И в секторе интерференцев находится такой какой-то объект. Там я вижу, он поглощает души, человеческие души, и которые являются как ядром, а, которые запускают вот эти процессы. Они служат потом этим темным и сами начинают продуцировать эти темные вибрации. Сами становятся вот, творцами зла. Они превращаются в зло. Это как в той сказке. Вампир, ну, который укусил кого-то, то есть укушенный вампиром, сам становится вампиром. И вот эти люди, поглощенные злом, они становятся заложниками, которые уже потом буквально там как кузня.
перековывают эту светлую душу на, а, я слышу, потомки тьмы. Так, А, отсоединись от этого. да. И вернись в сектор магии, там, где вот эта кастрюля с супом. Мгм. Эти колдуны, приказываем всем проявиться и отвечать, кто они такие. Кто-то сидит такой вот, как будто бы развалился на кресле, нога на ногу, и говорит, что они властители грез. Говорит, сочиняем истории для человечества. Так, а этого главного, который развалился, как мы его знаем? Пусть отвечает, как его зовут. Ну, это не один. Когда я посмотрела, то там услышала такой балаган, как на базаре такой шум. Мгм. И я вижу, что там их много, и они там ходят. А, вот Приказывай им сейчас я смотрю. отвечать. Сейчас я Так, смотрю. кто Вот они зашла в такие? какое-то пространство, вижу, как будто бы накидки какие-то у них на головах со свечами. Сейчас я посмотрю. Мгм. Так эти колдуни, вот, Алена Полынь. Мгм. Вот, это в одной ячейке. Дальше еще кто-то очень черный, вижу, кидается такими из глаз искрами черными, руками вот так вот что-то там делает. Прорицатель, я слышу. То есть это вот эти секты. Дальше кто еще? Потом Приказывай вижу родиться хозяину коммунистическая звездочка. всего Хозяин этого, этого всего всего находится в его секторе пространства. интерферентов. То Так, есть я вижу это разделение пространства. Это вот в нашем, оно считывается как дивертикула. То есть вот это наше пространство, которое должно иметь свой порядок и должно иметь, скажем так, геометрическую форму шара, оно имеет вот такие наросты, вот такие вот дивертикулы. Да? Это то, что наше живое пространство пытается вытолкнуть. Ну, такую роль играет аппендикс, собирает всякую грязь. так. И такой же аппендикс то там есть в нашем пространстве тоже. И я вижу, что этот аппендикс, это как раз и есть вот эти, я слышу, прорицатели. Мгм. Давай проявляем именно хозяина этого всего в его Ам, пространстве. Хозяин находится в секторе интерферентов. Я вижу, как вот это межпространственное натяжение, и потом пошла а, как портал открытый в сектор интерферентов. Там находится, я вижу сейчас этот паук с такими лапами длинными, которые посредине паук, а дальше вот это тянутся эти, считываются как спазмирующие спазмы, то есть эти, как у спрута эти ноги, лапы, вот это, я вижу эти энергии, черные, которые спазмируют живое пространство, создают замороженные вот эти объекты в эфирном пространстве. И в этих объектах замороженные исторические события находятся вот так вот. А самый главный там у них это уже в чужом пространстве. Да, туда ну, просто считывай, кто он такой. Оно Приказывай считывается отвечать. как чужая погибающая вселенная. Это вселенная разума дьявола. То есть вруна. Дьявол означает лжец. Так. Вот. А кто он такой? Я слышу божественный противник, сатана в переводе. Противник это сатана. Сейчас я
смотрю, кто он. И я вижу, я слышу ядро сознания, и там такая черная, как капля такая черная, вот так Что закрученная. это такое за Считывается энергия? ядро сознания Чьего сознания? архонта. Архонт. Кто это? Я слышу архаическое зло. То, что мы знаем как Люцифер. То есть тот, кто, не имея собственного света, просто пытается отразить, то есть показать вот эту свою, а, показывает свою личину якобы вот этими фальшивыми ярлыками. Пропаганда, другими словами. Так. А, Отсоединись от этого всего Соединяюсь. и найди то событие, когда вот эта вся структура впервые появилась на нашей планете. Ну, я зашла в такое красивое пространство, где все радуются. А, Я слышу межгалактический союз. И там как огромные ангелы, боги считываются. И у них такие, как, как карты, бумаги такие большие, как я слышу, как проектное бюро. Мгм. И какие проекты там создаются? Это вселенная создается, создается жизнь. Я слышу, Мгм. гармония создается. Так, а что произошло, когда этот паук, весь Что этот пошло не архонт так? впервые появился? Да, почему ему позволили вообще появиться, захватить наше пространство? Он один из этих богов. Я вижу, как он берет что-то, как будто бы украл. Вот так взял и повернулся, вот этот архонт. Я слышу, ярчайший из сыновей, из представителей как божественной расы. То есть какая-то есть во Вселенной иерархия, и он считывается как ярчайший а, в сонме богов. Что-то такое идет, и а, вот это слово святого я слышу. То есть есть там святой, ну, как бы святейший святой источник. Ну, это как Всевышний, я так думаю. Мгм. Он идет как, ну, такое идет, ну, как бы а, сверх света. Мгм. Свет, святой. То есть это как бы концентрированная вот, источник, там очень яркий свет, Мгм. идет такие процессы, ну, словами описать это как какие-то ядерные процессы, да, и вот. А он так вот встал, этот архаическое зло, вот источник, он, и как будто бы что-то украл. Сейчас я посмотрю, что он украл. Смотри, да, что он украл. Ну, это выглядит как будто бы чью-то голову. Так, посмотреть, чью это Что голову. означает эта голова? Что это за энергия? Ну, я вижу, что он буквально как будто бы отцепил вот так кусок разума, сознания Вселенной, вот так перекрутил, чтобы открутить, и спрятал, и накрыл такой черной какой-то пеленой. И эта пелена у него вот так встала, как будто бы он стал беременный. Э, Это черное покрывало у него, я слышу, зависть, которая накрыла, чтобы другие не видели. Это символ, это скрытости. То есть он это скрыл, он стал источником, он стал, вот оно что, откуда эта материнская матрица. Это он стал как родоначальником новой матрицы.
Поэтому его символ, вот этот Бафомет, да, это не то человек, не то зверь, не то мужчина, не то женщина. И вот я вижу источник. Он стал как беременный. И он рождает, я слышу, химер, потому что его энергия, вот эта черная, скрыть, зависть, вот там оно, вот это рождение идет, Люцифер, люциферианское сознание. И я вижу, что он рождает, я слышу так, химер, и это такие темные какие-то сущности, и они как бы блестят, как блестки у них есть. То есть у них есть проблески разума Всевышнего, я слышу, но чего-то у них там не хватает, у этих химер. И когда это все появилось в нашей Солнечной системе, что произошло? Я вижу, что вот этот, я слышу, сад наслаждений. То, что я увидела, вот этот духовный рай, то есть это полная гармония, она была нарушена завистью. Так, чьей Вот завистью? зависть, ну, вот этого архонта, Мгм. архонта, и он родил химер. А эти химеры, ну, давай я рассмотрю, мне это интересно, что это такое. Мгм. И я вижу, что они начали как бы притягиваться как магнит к какой-то точке. Эта точка считывается точка невозврата. И я сейчас вижу, что произошло. В тот момент, когда ам, этот архонт удумал создать нечто более величественное, чем создал вот этот святейший свет, Творец, то это выглядит, как будто бы он открыл такую огромную дверь, как портал, ну, на пол неба, скажем так, вот половина пространства это. И когда оно открылось, то начался как ветер такой сильный. То есть я слышу, что он открыл окно возможностей. То есть это было в гипотетическом пространстве, как будто заморожено, а он это активировал. Я слышу процессор смерти. То есть вот эта точка невозврата или, скажем так, утилизация, она была в гипотетическом пространстве, на тот случай, если система даст сбой. И вот система дала сбой, потому что этот воспользовался свободой воли во зло, а не во благо себя и других. В чем То есть вот заключалась эта? рождение эго. Я так и слышу. Вот рождение эго. А если это должно быть уничтожено, то почему оно до сих пор еще находится вот в пространстве? Я тебя Почему что-то оно не до сих слышу. Тебе нужно погромче, потому что и в расследованиях потом твой голос очень звучит тихо. Если была пройдена точка невозврата, и она должна была вот это Она не все. пройдена. Ты меня правильно поняла. Я говорю о том, что она была в гипотетическом, невозмутимом пространстве. Она была невозмутима, то есть она там была как заморожена. А, Просто такая нейтральная. Она была как, ну, как даже по цвету а, незаметная. Вот. Это было Так, гипотетическое, это как в программе. Но он проявил волю, м, во зло и таким образом активировал вот это глобальное зло. так, хорошо. А, Вернись, отсоединись от этого всего и Да, вернись к нашей планете. да. Вот этот луч на Украину, который ты видела,
Он прям достигает Украину или он тоже Украина окутана этим м, золой? Что сейчас там происходит? Я вижу, что это вот так выглядит, как будто вся земля вот так окутана этой Мгм. черной энергией, искажением. Оно буквально Так. считывается история, искажение, ложь. Да, то есть это мифы, это сказания, вот это там считывается, вот Мгм. эти магические действия. Но это все фигня такая, да. И Мгм. как будто бы выходит отдельный язык с этого общего купола, и который накрывает вот так Украину для того, чтобы и вот этот луч, он как бы ударяется об эту скалу буквально, и вижу, что начинает свет вот так скользить, и такие капли падают. Мгм. И что происходит там, где они капают? Почему-то я слышу, что вот эта капля, которая упала, я слышу на Зеленского, и я вижу вот эту а, как дом такой, это Верховная Рада, и там как будто бы купол какой-то есть, и так упала, а Зеленский стоит как будто бы посередине, и вот так вот ловит это. Мгм. И Такое. что это, как это, какое Я вижу, значение имеет? что сейчас я посмотрю. У него вот так, у Зеленского, вот так, где сердце, Мгм. там как будто бы этот свет от этой капли упал и отобразился. Так, что Вот это так в сердце. означает? Я сейчас посмотрю. И идет вот такой, как я слышу, петля времени. И вот так вот пошло, вот такой луч, как протуберанец. Вот так вот пошел и возвращается как бы уже обратно. Но он пошел через этот сектор э, интерферентов. Мгм. И здесь пытается вот так пробить эту уже какую-то броню. Так, что это за броня? Смотри, что это за энергия. Это вот эта вся, я слышу так, мистификация. Вот Мгм. эта вся пропаганда, ложь, это магия, это же манипуляции. Другими словами, магия, пропаганда, вот это насилие, это, другими словами, манипуляция, которая имеет разные формы, проявляется Мгм. в разных формах. А найди ее прям источник. Сейчас я Откуда это все? отсоединюсь от этого Зеленского, интересно, да? То есть он не сказать, что он такой прям избранный, он просто встал на свое место. Вот, сейчас мы посмотрим, потому что там что-то интересное идет. Вот этот источник брони, вот прям откуда С она магией идет? идет. Это Вот с этого котла, где там суп варят. Вот эти все колдуны там, и кремлевская это а, так. А, красные там эти звезды. а давай их всех прям на И свет. Мы их церковь эта всех. православнутая, этот поп Это. ходит в золоте, Мгм. весь благословляет Вот там. мы их всех обличаем, мы их всех проявляем на свет, мы их всех видим. Что интересно произошло, когда ты это говоришь, то вот этот образ этого Зеленского, ну это он считывается, он просто выполняет эту воль, ну, волю. Я слышу так волю. Хотела роль сказать, слышу волю. Что он выполняет волю Творца по воссоединению союза святых, Так. каких-то чистых каких-то эмблем. То есть в эфирном пространстве информационном я вижу, что есть какие-то эмблемы, как будто бы они считываются, которые вот он как бы усиливает их. И эти Так. эмблемы, вот так вот от этих эмблем информационных, они выглядят как такие огромные лучи, а он стоит, вот это так поворачивает. И эти лучи падают на этот сектор магии. Мгм. Я И что слышу происходит? сила обличения. Что происходит, когда И он ищет это?
Я тебя не услышала. Что? Что происходит, когда лучи туда падают, вот этот вектор магии? Микрофон тебе нужно настроить. Я слышу через слово. Что происходит? Эти колдуны, когда это лучи попадают на них, им больно, и они начинают как-то разворачиваться, им эти лучи бьют в спину, и они как бы вниз поворачиваются, и считывается, что они, а, слово такое странное идет, лупятся. Что это В значит? смысле, а, лупятся, это, я слышу, обнажаются. Ой, мама мия, это же слово есть такое ужасное, да, плохое. А я вижу, как будто бы пенис вот так оголяется. Пенис, там, где вот это сектор этой лжи, да, магии, то такой красный, энергетический, ёлы-палы, это такой же, как я это во сне этого собаку видела, как будто бы Мгм. плазменный. Сейчас я посмотрю, что же это такое. Я вижу, маски содраны, то есть Так. обнажается истинная природа. И я вижу, что это сила дьявола, проявленная в этих исказителях, в этих выдумщиках, да, в Мгм. насильниках, то есть через церковь, через ложь, пропаганду, через этих эзотериков, колдунов. Так на физике проявляется вот эта энергия этого архонта. Так я и слышу, архонт. Мгм. Дьявол, сатана, то есть дьявол – это лгун, ложь – это их главный конек. Так, всех их на свет, всех их обличаем, мы всех видим, кто они такие на самом деле. И я вижу, что вот это образ Зеленского. Когда я начала смотреть, то я вижу, что это такой собирательный образ в эфирном, в общем эфирном пространстве, да. И я вижу, что это такой метафора, которая представляет, я слышу, всех нас, противостоящих злу. И я вижу, что вот это отражение, которое он как бы в его сердце, это идут лучи с многих-многих, и от меня тоже. Мгм. Вот именно в левом желудочке, где находится, я слышу, сердечный центр э, любви, гармонии, душа э, Вселенной, Творца. Там душа Мгм. Творца находится. И таким образом, через благословение жизни, то есть поддержание конов жизни, вот эти люди, которые проявляют волю к свободе, к любви и гармонии, они подсиливают этот луч. И я слышу через страдания. Я слышу, через страдания рождается любовь. И я вижу, что когда вот это в сердце Зеленского, а это как наш собирательный образ всех противостоящих злу, насилию вот этому, Мгм. то оно вот так у него увеличивается, и его лицо, вижу, он так радуется, и подтягиваются вот эти души, которые находятся в секторе интерферентов, захвачены вот этих Мгм. в том мире, антимире, да, они подтягиваются, потому что они все связаны волей. И я слышу действие. То есть вот эта война – это то, что должно было произойти. Мгм. Действие – это как проявленная реальность. Точно так же, как воля человека – это проявленная реальность. Сознание, точно так же действие – это проявленная воля. Так. А Вот. посмотри, каких действий еще не хватает, чтобы на физическом плане эта война уже закончилась. Ну, я слышу противостояние магии.
Это именно Мгм. то, что я чувствую в последнее время, что и это осознание приходит, что любое сопротивление истине – это и есть магия. То есть истинное мышление, чистое мышление человека, которое его буквально побуждает совершать праведные поступки. То есть истина, приверженница там конам любви, добропорядочности, сочувствия, эмпатия, вот это все, да. И наоборот, происходит источник, он как игла, который, вот я вижу этот оголенный пенис, вот этот красный, этого Мгм. Люцифера, который вот так вот шатается, то эти люди помогают, идя на поводу у своих эгоистических каких-то мотивов, то есть они не, я слышу, не сочувствуют Всесвіту. То есть мир разделен как бы на Всесвіт, то есть, но это не географически разделен, а это ментально. Мгм. И я Да. вижу, что эти колдуны, они как бы подпорки делают для этого, я слышу, умирающего пениса. И он так раз и согнулся. Он такой, эрекция пропала. А они Так. пытаются, он уже согнутый такой, и уже этой красной энергии нет. Вот, Мгм. они пытаются это подпорки сделать, чтобы продлить вот эту агонию смерти. Мгм. Давай передадим информацию о том, что надо противостоять магии, совершать эти действия. Вот, да, и я передаю информацию, вот, Всем замороженным душам, тем информацию об освобождении, всем ну, молитвам Зеленский освобождения. сейчас выполняет роль эм, защитника, ну, не только Украины, М, защитника конов, божественных конов Вселенной, добра. Так. Тех, кто там делает подпорки, мы их тоже видим, мы их обличаем и вообще запрещаем им этого все как бы А, держать в нашем пространстве, поддерживать это все. Вот эти все секты колдуний разных, да, которые там рассказывают, ведьма, ведающая мать, это же ложь какая. Есть только два мышления: чистое мышление и загрязненное магическое. Вот. И я вижу, как у них эти платки из голов спадают. Ну и там не только эти ведьмы. Я вижу, что там я слышу эти такие покрывала у женщин, которые покрывают. То есть это мужчины-насильники, которые проявляют вот эту логику, я слышу, логику архонта. Так, и это мы все проявляем, мы всех их обличаем. Да, Так, отсоединись от этого да, всего и вернись вот к тем эмблемам, от которых лучи да. исходили. Что это Я, такое за эмблемы? я слышу сила разума, сила воли, сознания человеческого воплощенного духа. То Мгм. есть это живущие люди сейчас проявляют волю. Так, и какая функция этих эмблем? Я слышу Как они действуют? проявить реальность. Что это значит? Какую реальность они должны проявить? Ту, которая заложена в основе их сознания, их воля. Я слышу внутри, так дальше, дальше, дальше я вижу внутри, и идет отсыл к этой точке невозврата. Мгм. И я слышу провозгласить мир. Так. И кто это должен разгласить мир? Или кто это может сделать? Мать отца. Какая-то мать какого-то отца. Какая мать? Как должна провозгласить этот мир? Сейчас я смотрю, что это за мать, и я попадаю в такое пространство, которое выглядит, я слышу, что
энергетическая сущность, субстанция материнского инстинкта. Я вижу, что это как... Я попала одновременно, оно находится как будто бы разум и сердце, и женское лоно. Я слышу материнское начало жизни. Что Это, ему это матрица Вселенной, Всесвіту. так? А что ему сейчас мешает провозгласить этот мир? М, Паттерны. Отец. Паттерны. Вот эти серые клочки, которые, вот эти химеры, это вот эти ложные убеждения, вот эти химеры, это вот это из эфирного пространства непроявленная реальность, которая стремится к проявлению. Вот эти, все пространство живое, и все, что создается разумом и волей человека, оно превращается или в структурированные такие энергетические структуры, которые, я слышу, питают весь мир энергиями любви, или в этих химер, которые как клочья опускаются вниз, но они заряжены энергией живого разума, и поэтому они устремляются, получается такой вот, как, скажем так, незакрытый гештальт, да, открытая дверь, вот это, что я видела, да, которая, вот это частицы этих божественных душ, сознания, которые создаются этими же лгунами. Потому что кто такой лгун? Это человек с божественной душой, то есть у него есть этот искра жизни, которая заряжает его негативные мысли и блокирует энергии жизни в самом человеке, но поддерживает жизнь. То есть человек уходит в небытие, его душа, он как бы отрекается от жизни, идя на поводу лжи, и таким образом он дает жизнь, сам умирает, а дает жизнь этим химерам. То есть этим магнетическим существам, у них очень сильный заряд магнетизма, и они сотворяют, потом создаются такие вот эгрегориальные структуры, и вот эти тяжи, я слышу, вот эти лапища вот этого спрута, эти тяжи, которые буквально как раковая опухоль сознания во Вселенной. Давай эту всю информацию мы все проявляем, О, распространяем. я вижу, как эти штуки, как будто бы вот так вот разворачиваются, как огромные такие э, эти фонари или как трубы такие, с Типа которых эмблемы. свет. Эти эмблемы, они выглядят как такие трубы, из которых свет выходит, и они так Да, разворачиваются. Когда ты говоришь это все, и оно так все происходит. здорово. Так, хорошо, отсоединись от этого всего. Я подумала, почему так все быстро происходит, когда ты говоришь? И сразу Так. пришел ответ, что избавилась от контрактов. И когда ты избавилась от контрактов, то я вижу, как частица твоей божественной души буквально вынырнула с этой химеры, и химера умерла. Ух ты. А тогда в химерах, которые еще там есть ну, души светлые, получается, посмотри. Это то, что я рассказывала, что антимир, так называемый, да, это и вот они превратили человека в творца зла. И человек своим злом, своей ложью, завистью, эгоизмом рождает этих химер, и себя сам он уничтожает, свою божественную часть, но поддерживает таким образом вот эти химеры. То есть все идет, вот я слышу, теряется баланс, потому что баланс должен быть между, ну, между всем. Так, хорошо. Тогда смотри, вот всем, чьи частички находятся в этих химерах, я передаю информацию о том, что их частички находятся в этих структурах, что А, они могут их забрать.
Как интересно получается. Ты передаешь информацию точно так же, как первоисточник передал информацию, вот этот свет лился на Зеленского. Точно так же ты передаешь информацию, и оно вот так вот, я вижу, как такие толчки, так пум-пум в это загрязненное пространство вот этой ложью, М, и оно вот так вот бьет, бьет, отдаляет, отдаляет, и тоже такие капли падают, а те души там пьют эти капли, пьют и передают другим. То есть мгм. получается вот такая цепная реакция. Чудесно. Я тоже передаю по моему роду. То есть я вижу, что те люди, которые расторгли контракты, у них особая сила передать, очистить свой род. Но сначала, это происходит после того, когда человек осознает себя частью вселенского разума, частью своего рода, признает и принимает вот эти порядки любви в свою жизнь, в свой род. И только стоит вот это мысленно, это все осознать, как эта тьма вся растворяется. И вот эта магия исчезает. Прекрасно. Хорошо, отсоединись от этого всего. Да. И вернись к тому образу Зеленского. Ты говорила, что есть там броня, которая мешает ему, чтобы свет вернулся к нему. Что сейчас с этой броней? Как-то поменялась ситуация? Я вижу, что он превратился в такой, как щит, Так. и он взял вот так и положил возле правой ноги. А щит так уменьшился, а щит, я слышу, это злые убеждения. Мгм. На чем этот щит держится еще в пространстве этого образа? Ну, это какие-то внутренние, я слышу, оно считывается как гематомы, то есть вот такие как очаги, скажем так, загрязнения. То есть это внутренние эм, блокировки, вот как у каждого человека Мгм. сейчас. Так, давай мы это тоже все проявляем Я ему и все передаем показываю, информацию. да, и передаю Зеленскому. Вот я вижу его лицо и говорю, что он постарел, что он должен сосредоточить его внимание не на проблемах, а на той победе. Вот и я вижу, что мне Вселенная, вот эти случаи, что я рассказывала с подарками, да, от Вселенной, и позавчера тоже был подарок, когда одна коуч, просто это же Вселенная, ее тоже зовут Виктория, она меня сама нашла, предложила отработать технику на мне. И именно это было, да, то есть, чтобы это мне подсказка от Вселенной, чтобы я поняла еще больше, да, и проявила эту волю к очищению, проявлению своей реальности. То есть, что нужно сделать? Захотеть. Точно так, это посыл всем людям, украинцам и всем людям доброй воли, потому что в духовном мире нет разделений на украинцев, русских. Там есть только разделение на истинных и лжецов. Но оно так мне идет. То есть есть чистое сознание и есть ложное сознание. То есть ложное– это то, которое прикрывается лозунгами якобы о миссии, о жизни, на самом деле служит смерти. Хорошо. А посмотри, отсоединись. Еще раз скажи, От- Отсоединись от всех и от всего. да, И найди в секторе интерферента был паук есть. Это со матрица, спазмами. это злая матрица. Вот это Так. ложное, это эго, это вот этот Бог, эгоист, да. Бог что такое? Это как компьютер, который, процессор такой некий. Это искусственный интеллект, другими словами. Но не тот, людей не надо пугать, потому что некоторые боятся, искусственный интеллект. Нет, он искусственный, потому что он создан вот воровством. То есть человек, который не сотворяет свое творчество, он вор. Он пытается уворовать у других, но не все, те, кто
Вот так, как он это сделал, этот архонт, я вижу. Мгм. Так, мы тоже обличаем это все, проявляем на свет. Это все Да, и я указывать, слышу, я его вижу, суть. что мы даем разрешение, то есть и все идет изнутри. Я вижу, как мы Мгм. берем изнутри вот эти все люди, которые соединены с Зеленским в сердце. То есть Мгм. он как президент, он как царь, да, собрал это, ну, так оно есть. Сейчас он выполняет ну, как бы роль царя, Мгм. вот, и все, а мы все как будто бы подданные его, и все в его сердце. И Мгм. это миллионы этих людей и соединены. И он берет, и вижу, как растворяется вот эта тьма, и я передаю Зеленскому, чтобы он помолодел, чтобы он эту печаль с себя убрал, и показываю ему тот сеанс с Евгением, что нужно больше проявлять. И передаю информацию, тоже передавай ты, всем Мгм. тем, кто хочет мира, проявлять мир, а не сосредотачиваться на войне. То есть нужно воображать, да, то Мгм. есть проявлять реальность мира своими позитивными мыслительными формами, мыслеформами. Я слышу жизнеутверждающими мыслями. Я вижу, как будто бы с рыбины такая эта чешуя спадает, вот так растворяется вот эта магия. И вот этот пенис, который там хотел закончить свой процесс, это, да, вижу, Мгм. как его эти белые капли, которые считываются как гипноз. То есть вот эта семенная жидкость, вот это Мгм. гипноз. И он так Так. уменьшается, уменьшается, и тот же гипноз вот так как-то уплотняется, и вот так эта семенная жидкость, которая фактически, вот это что означает, в Библии написано, что положу вражду между семенем жены и семенем дьявола. Вот эта женщина, которая проявилась. То есть матрица, женщина, в которой проявлены инстинкты материнские, инстинкты жизни, да, Мгм. и которая вот эти отвергает эти паттерны, потому что это паттерны, да, это навязывание ярлыков, это ложь, потому что когда человек лжет, он завязывает новую реальность, он теряет в это время свою божественную сущность и М. кормит таким образом антимир. Так, давай всю эту информацию мы тоже передаем дальше, Да, да. И я всё вижу, что как распределяем. Вселенная готовит, как она работает, что вот эта ситуация, что активировался Тарас с этой ложью, это как раз для того, чтобы я на это обратила внимание. Потому что я никогда не обращаю внимания, кто там лжет. Да, то есть, а мне нужно было понять, я слышу, этот процесс изнутри. Меня просто Вселенная как бы подтолкнула, чтобы я открыла, чтобы я посмотрела, чтобы я это поняла. Потому что когда вот осознание– это первый шаг. Когда человек осознает, что происходит, когда он начинает в этом разбираться, вот тогда эта вся тьма и просто расползается вот так вот. Благодарим Тараса за его помощь. Да, я передаю его божественной душе, что он всегда имеет возможность, я слышу, остаться в живых, потому что он активно, его душа вот так прямо вот такая полоса идет, уходит вот туда, там, где вот этот, я слышу, чинец. То есть он не расторг свой главный контракт, но он это может сделать в любой момент. Да, Он передаем слинял ему именно перед войной, чтобы не расторгнуть этот об контракт. этом Да, и информацию. активировался именно перед контрактом, который расторгала Татьяна, Наталья. То есть они именно вот эти, вот оно что, вот эти контракты, работа с родом, которая вот как лавина пошла, все начали очищать своих детей, свой род. То есть вот эти материнские, возвращать вот эти материнские женские энергии.
И это вот так происходит. И активировалась эта система. Я передаю всем божественным душам, которые находятся в секторе магии, что они в любой момент могут вернуться к своим божественным душам, вернуть свою жизнь. Вот, я интересно так, они как будто бы в зеркало начинают смотреть, я им так показываю такую информацию, и оно все происходит. Но все по воле каждого происходит. Каждый должен проявить свою собственную волю, какой выбор он делает. Также давай проявим всех тех, кто мешает окончанию войны в Украине. Да, но в первую очередь я вижу, что я слышу мыслительные процессы самого человека. То есть сейчас вместо того, чтобы зацикливаться на травмах и ранах, которые принесла эта война, лучше визуализировать мир. То есть просто прочувствовать. Я буквально таки слышу подписание мирного договора, потому что я вижу, что это в многомерной нашей Вселенной работает так. На уровне эм, государства будет подписан контракт, но сначала это происходит на уровне сердец. То есть и все будет именно так, как того желает большинство. К чему Передаем. готово общество, да, и я передаю всему украинскому обществу. Я вижу, что получается так, что вот эта штуковина, все ушло, и как будто бы вылился этот свет Первотворца на территорию вот всех божественных душ. Так, Вот, и передаем всю передаю информацию информацию. полного освобождения душ человеческих, потому что это физическое проявление, это просто как картинка, которая показывает, что на самом деле происходит в эфирном пространстве. И вот эти захваты заложников, и вот это все демонстрирует. Просто человеку нужно включить осознанность, чтобы это увидеть. Я Так, передаю эту хорошо. информацию, я сотворяю мир сейчас в моем воображении, ту прекрасную материю жизни, гармонии, любви и процветания для Украины, для всех украинцев и для всех божественных душ. И я слышу, что провозглашаю окончательное слово. Что И происходит? я слышу, что вот опять идет мать мира. То есть и мужчины, и женщины должны проявить вот эти инстинкты благословения жизни, Так, отречься от магии, от магического мышления, от насилия. ну, передаем об Я этом передаю информацию эту всем. информацию и показываю всем тем душам, которые не вернутся. То есть у них есть выбор или полностью уничтожиться, я вот вижу, вернуться в обитель зла, потому что их души будут отсоединены, они не смогут вернуться, потому что будет потеряна связь. То есть вся Вселенная работает по ранее задуманному плану, я вижу, и оно происходит только по воле. Все изменить может только воля человека, потому что каждый человек, ам, он, как бы я слышу, соблюдает коны Вселенной. То есть когда он делает выбор, он соблюдает все те заложенные коны, которые были изначально заложены. То есть те принципы, по которым работает наше пространство вселенское. Хорошо. Отсоединись от Да, этого всего. И найди в эфирном пространстве территорию Украины. да, я вижу. Вот. Посмотри, как оно сейчас выглядит. Я вижу, что там, где идет война, ниже Харькова, как Мгм. будто бы стоит такой забор, сделан из палок. Там, где захваченные территории, там флаг, украинский флаг, желтые и голубые энергии. Это Украина.
И я вижу, Мгм. что этот флаг тянется дальше за границей, но он как будто бы пылью присыпан. Вот я вижу, вот так идет там, где Кубань, Курск, вот это все. Даже мне идет Орловская область, я даже не знаю, где она. Ну, вот Так, так вот. Как а будто бы что этот это флаг, вот эта означает? территория, на которую насыпали пыль такую. А эта Так, пыль хорошо. считывается изначальное зло, фикция, ложь. Это изначальные территории, я слышу, сарматские, сарматов. Это предки украинцев. Так, а что это за забор там в Харьковской области? Что это за Это он энергия? такой, как возле Харькова стоит. Это, я слышу, первая демократическая столица Украины. Там был принят какой-то директ, я слышу, декрет какой-то, 18-й год Мгм. о присоединении Украины к России. Это фальсификация. Я вижу, это выглядит как дырявая черная тарелка. Так, давай это проявляем. Все это. Вот почему они рвутся так к Киеву, к Харькову. Харьков — это коммунистическая, созданная искусственно, типа столица коммунистическая. Мгм. Я беру эту тарелку, Так, и я вижу, очищаем, да, все. эту дырявую, а внутри вот это там считывается гвоздь раздора, а выглядит как черный пиндер, который из сектора интерферентов. А в секторе интерферентов сидит какой-то в черной мантии, а, на троне сидит в черной мантии. Так, приказываем отвечать. Кто он такой? Мотает головой чего-то вот, я слышу, труп, труп сидит, какой-то труп на троне. Выглядит как череп, кости. Приказываем отвечать, кто он такой. Звезда красная во лбу, как будто бы значок такой большой пришпандерили туда. А, в Кто он такой? Я слышу, что это эгрегор кремлевской власти, и там это смерть, это Ленин, вот этот Владимир Ильич. Так, и на чем он все это держится на территории, в пространстве Украины? Он декрет подписал, я слышу, с представителями украинской повстанческой армии, УПА, но я вижу, что там в секторе магии как будто бы какую-то бумагу светлую вот так подложили, сверху вытащили черную, слышу подлог. Так. Меньшинство, большинство. Короче, был какой-то там ложь, короче, Мгм. подлог А фактов. можем мы сейчас всем сторонам, подписавших этот декрет, приказать проявиться? Ам, Вдруг я вижу как банкноту украинскую, с фотографией, слышу Грушевский. И вижу, как эту купюру взяли, вот этот Ленин типа, вот Мгм. так свернул в такую папироску и курит. Я слышу, превратил в дым. И вот Мгм. эта папироска, она как символизирует, я слышу, коммунистическая власть в Украине. Так, а кто может расторгнуть этот декрет подписанный, все эти соглашения Президент. отменить? Я вижу сейчас Зеленского. Он такой большой стоит, Мгм. выше, как будто бы сквозь эту Верховную Раду и так смотрит. Ну, вот с этими стоит. эм, Мгм. Лучами, Да, с этими с лучами, эмблемами. с Мгм. эмблемами, стоит и смотрит. А большая часть этих депутатов, которые там сидят, они все черные. И они Так, все там тоже считываются всех. как коммунистическая власть Советского Союза. Вот Они мы их все тоже все проявляем.
по отношению к обличаем. Украине они, ну, меня тоже всегда это удивляло. В Верховной Раде сидит 420 голодранцев, да, которые украли народное добро, э, и в парламенте Америки, у которой 50 штатов, тоже 420 человек управляют фактически огромной страной. Каждый штат – это отдельная как бы страна, своими отличающимися тоже законами. Есть свои законы, а есть федеральные. То вот эта малюсенькая Украина имеет столько же этих, ну почему-то они идут голодранцы, да? Голодранцы, потому что они все изодранные, они в духовном э, плане все нищие, у них души как бы нет. Там ну, Всю только их несколько истинную человек. суть, Я слышу 20. всю Вот. ихнюю суть истину, все это проявляем на свет. 400 человек – это все мафия, а 20 Мгм. человек только вот сияющих. А все Вот это мы остальное – это наследие коммунизма. проявляем всю ихнюю суть, М, обличаем, Да. кто они такие. И все, кто при власти Украины, мы тоже, ну, тоже всех обличаем, проявляем их истинную суть, кто они такие, кому они служат. И приказываем расторгнуть этот контракт. Декрет. Декрет, я слышу, довічно, на украинском языке довічный декрет на союз с этой дьявольской мафией, которая пришла в 17 году к власти. Так, расторгли этот декрет. Посмотри, что с ним Я сейчас. вижу, что расторгли, он рассыпается, и вот эта сигаретка, которая как бы свернула внутрь энергию Грушевская, а Грушевский у нас сейчас кто? Он считывается как парламентарий, и я вижу, что когда это случилось, то его энергия как будто бы осенила вот так Верховную Раду. Это светлая энергия. Так, А, что а, происходит? ну вот душа Грушевского, она как будто бы опекается Украиной и говорит, к нам говорит. Вот он как будто бы, вот, знаешь, как будто бы крылья вот так свои над Верховной Радой. Внутри. Не над, а внутри, где это заседание. Вот я вижу вот эти все кресла, вот эта трибуна, флаги, вот это внутри. А он говорит на нас, что мы молодцы, девчата. И он уже к нам приходил, да. Я передаю его божественной душе, а это не его душа, а это коллективное сознание борцов за мир в Украине. Это те, я слышу, души диссидентов, то есть это созданная матрица, созданная этими диссидентами, которые в лагерях этих НКВДистов погибали, которые это все те души, которые боролись за свободу Украины. Смотри сейчас, что с забором там в Харькове. Как изменилась ситуация. И я передаю информацию, этот забор почернел. Он был как будто бы считывался с говна и палок. То есть вот эти все границы, современные даже, до 91 года, это тоже все искаженное. Потому что границы Украины, они намного дальше на самом деле. Вот, и я приказываю этим демонам убирать все их воздействия с нашей Украины и передаю информацию а, всем, потому что сейчас идет, понимаешь, это война просто на выживание. Это кто кого. А, и кто Это сейчас кто кого? победит или, ну, побеждает свет, конечно, свет всегда побеждает, потому что, ну, чтобы свет победил, нужно проявить волю. И я провозглашаю, я слышу так, уничтожение коллаборации. Я раскрываю вот эту всю сущность этих негативных программ, этих тяжей,
которые находятся в родовой памяти родов, которые пострадали из-за этого нашествия коммунистов. Вот. И не только в Украине, но во всем мире. Провозглашаю, что это всего лишь матрица, это всего лишь мысли, чтобы каждая живая душа проявила волю быть живой, жить в мире, в гармонии, вернуть свой внутренний рай, вернуться к истокам жизни. Что происходит? Что происходит? Зеленский, у Зеленского вдруг в руках оказался, он сейчас выглядит как будто бы женщина, как мать в образе, то есть он как бы соединился с этой матрицей женщин, матерей, материнская часть, вообще правое полушарие, это символизирует вот эту женскую часть, которая как раз связана напрямую с божественным источником жизни и как бы проецирует вот коны любви и жизни. А то, что ты говорила, что мать должна... Ну, громче, ничего не слышу. Ты должна настроить свой микрофон. Ты говорила, что Да. мать должна провозгласить мир. Что Да. сейчас с этим происходит? То, что Зеленский с ней соединился, и что-то вот Я вижу, что у него происходит? вот этот как будто бы герб Украины, М, тризуб, Так, и говорит, что мы ему помогли. в чем? Что именно мы ему помогли? Он показывает, что к его мужской силе, скажем так, Мгм. была эта подключка вот этих демонов. А сейчас его сила, как бы такой поток пошел к первоисточнику. То есть первоисточник, Вселенная, Творец, естественно, всегда работает в воплощенном мире через людей. И сейчас именно через него провозглашается, я слышу, э, как теория, гипотеза мира. Мгм. Я передаю Зеленскому, всему украинскому народу и всем божественным душам, и также этому Трампу. Вот. Это всего лишь люди, да, волю Первотворца восстановить мир, гармонию и справедливость. По Так. конам нашей божественной Вселенной, по конам и по порядкам любви. Все, что искажено, провозглашаем очиститься М, естественным образом, даем свою силу и волю все эти тяжи уничтожить с нашего живого пространства, все эти закрепы, скрепы, паутину, все уничтожаем на полную утилизацию. Карму пусть получает каждый, я слышу, брехун. мгм. Все, кто лает на М, Первотворца и пытается усилить вот эти все силу магии, пусть получают карму. м. Вот. Пусть получают, да, отправляем им карму за все их действия, бездействия. Да, я слышу, Хорошо, что процесс очищения пошел и пойдет. замечательно. Да, хорошо. Тогда отсоединись от всех и от Да. всего. Я Поднимаемся. провозглашаю также, отменяем все негативные события, которые проецируются и проектируются темными типа мыслителями, да, потому что чистый человек просто живет, радуется жизнью, а темные мыслят, кому только навредить. Я даю им карму за эти все проекции, которые они собираются сотворять на планете Земля, за их магию, и приказываем убираться с нашего живого пространства. Мы получили опыт, а они Мгм. получили отказ. Потому что зло, все во Вселенной работает по принципу запроса.
они дают запрос. Это как Мгм. война в 2014 году началась. Она уже 10 лет э, э, происходит, да. То есть это был как первый запрос. Э, Порошенко тогда был коллаборантом. Он просто сдал Украину. Вот. Это был запрос, на который получили эти коммунисты как бы ответ «да». А в 22 году это уже было нападение. То есть в 2014 году это было как манипуляция, магия. И Путин же говорил, нас там нет. То есть послал каких-то татушек, зеленых человечков, в Крым, на Донбасс для того, чтобы сфальсифицировать это все. Я эту всю ложь раскрываю и призываю все земли древних сарматов, вот я вижу Крым, я родилась Так. в Крыму, это моя родина, вернуться к истокам жизни, гармонии и процветания. Украина всегда была источником добра, конституция справедливая родилась именно в Украине, и пусть эта тьма уйдет навсегда. Здесь и сейчас провозглашаем мир, гармонию, процветание. Я буквально вижу, как ломятся столы, люди празднуют, сидят. И вот эту информацию я передаю первотворцу. Вот это наше желание, это Мгм. желание первотворцов. Мы, ну, первотворец родил творцов. В каждом из нас есть эта искра жизни первотворца. Он живет в нас. Вот. И мы даем свое согласие на установление мира во всем мире. Да, да будет так. Хорошо. Отсоединись от всех и от всего. Да? Поднимаемся максимально вверх. Мгм. Проверь свое личное пространство, очисти от всего чужеродного, Да, закрой все порталы. все чисто. Наполняемся энергией любви, гармонии, радости, достатка, благополучия, здоровья. Трогать, если они хотят жить свою гнусную жизнь тихонько, то просто нужно не высовываться. И тогда есть шанс, что как-то проживут. Но если они трогают эмпата, то есть человека, который в сердце носит вот эти коны любви, гармонии, то есть приверженец, он рожден даже таким, да, приверженец добра, порядка в любви, то он все восстановит и поставит на свои места. Я этого ничего не знала ранее, но все говорили так обо мне. Вика ангел. Где Вика придет, там везде порядок. А сейчас таких эмпатов становится все больше и больше и больше. Почему? Потому что люди, которые... Ну, эмпатия– это природное состояние каждого человека. И когда человек освобождается от контрактов, от своих негативных программ, от действий негативных, когда он перестает служить тьме и начинает творить добро, он возвращает свою истинную природу. И он становится эмпатом. То есть адекватный человек никогда не будет поддерживать агрессора, никогда не будет искать оправданий злу, никогда не будет оправдывать свой эгоизм, не будет лгать. Вот. Так что теперь понятно, зачем была эта развязка. И утром у меня ж по плану другие дела, да? А утром я включаю и этот компьютер, думаю, 5 секунд, только посмотрю, что там. Вижу, как направляли, скорее всего, на Киев этот их орешник, а он у них там взорвался, поубивал всех. И я прямо увидела, что это потому, что это мы проявили волю.